great to be with you this morning. Очень рад быть сегодня с вами. This is my first time to be in your church, but I have known a few of you for a long time. Сегодня мой первый раз в вашей церкви, но некоторых из вас я уже знаю давно. It is good to have my family with me, И part я of my очень рад, family. что сегодня часть моей семьи с нами. We lived in Ukraine for 5 years, a long time ago, Мы жили на Украине в течение 5 лет, and давным-давно. worked in a Bible college in Работали Kyiv. здесь в библейском колледже. And actually, at least a few of my former students are here today. И несколько моих бывших студентов сегодня находятся здесь. And my wife, this is her first time to come back to И моя Ukraine for жена, 13 она years. впервые вернулась на Украину за последние 13 лет. And my son Joshua was 2 years old when we left Мой Ukraine. сын Джошуа, ему было 2 года, когда мы уехали с And Украины. then my son Caleb, who И is также 12 мой years сын old, his Кейлоб, first time to которому come to Ukraine. 12, и это его первый раз на Украине. So we've enjoyed traveling around and showing them everything. Нам очень понравилось путешествовать и показывать ребятам как бы Украину. We enjoyed worshiping with you this Также morning. нам понравилось сегодня поклоняться And you вместе have с some вами. great music. У вас замечательная музыка. And I've gotten acquainted with your pastor just a little bit И over я the last немножко few months. познакомился And с вашим пастором вот за we последние appreciate the несколько ministry that he's месяцев. doing Мы here. очень ценим то служение, которое он несет здесь. Another one with us today is Pastor Roman Еще с нами Maistruk. сегодня пастор Роман I Майструк. don't see him right now, but there he is. Okay, he's right here in the front. Pastor's over in the Jitoma region, right? The Jitoma region. Он является пастором Житомирской области. Also a former student. Он также мой And, бывший студент. Doing a good job where God has put him. И тоже делает замечательную работу там, где Бог его поместил. I'd like to read from 1 Timothy chapter 3, Сегодня я хотел бы прочитать из 1 Тимофея 3 главы, the 15th verse. 15 стих. One other thing I almost forgot to mention. We have some books out on the Еще хотел table. до этого упомянуть, у нас будут некоторые книги там на столике в коридоре. We don't really put a price on those. И мы не ставим на них определенную цену. If you see one you would like to have, you Если вы can увидите книгу, которую вы захотите give взять, whatever you want to give. вы можете просто So, пожертвовать сумму, которую посчитаете Seriously, нужной. you can decide what you want to give И for that. вы сами можете решить, And что we это hope за it'll be a сумма. blessing to you. И надеемся, что эти книги будут благословением для вас. 1 Timothy chapter 3, verse 15. 1 Тимофея, 3 глава, 15 стих. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». A pastor needs some training. Пастору нужна подготовка. These days, there are all different kinds of training available. И сегодня, в наши дни, у нас доступны всякие тренинги, подготовки разных видов. Some pastors attended Bible college, Некоторые пастора ходили в библейский or колледж, they may just read some books. другие, может быть, просто читали книги. It's good if they are mentored by somebody for a Очень period of хорошо, если time. есть какой-то наставник у них, который какое-то время учит их. It's a good thing if they've been involved in the ministry of a church for some years. Очень хорошо, если они вовлечены в служение церкви на протяжении нескольких лет. Timothy did not have most of those advantages. Но у Тимофея таких преимуществ не было. Think about the day when Timothy lived. Подумайте о тех днях, когда жил Тимофей. There was not a pattern set up by a denomination. Не было никакого образца, установленного определенной деноминацией. He didn't get to serve in a church under a pastor for a У period of него не time. было возможности служить в какой-то церкви под руководством пастора на протяжении какого-то времени. There was no handbook or manual to Не было follow. каких-то учебников, которые можно было There were следовать. none of the books like we study in Bible college. Не было таких книг, которые мы изучали в библейском колледже. He had not even been in a church for very long, Он даже в церкви не был очень долгое время. because churches as we know them were just beginning to Потому что, exist. насколько мы знаем, та церковь только-только начала существовать. And even most of the New Testament had not been written yet. И на тот момент даже большинство Нового Завета еще не было So написано. imagine starting your ministry Поэтому with this kind представьте of себе, situation. начинать служение вот в такой ситуации. And even in church, he had churches that did not have much И experience. даже в церкви, в которую он ходил, не было много опыта. Sometimes if a young pastor goes to pastor an established church, Иногда, если
пастор молодой идет и будет пастором какой-то определенной церкви, где-то уже готовой, The установленной, church helps to prepare то him церковь помогает его подготовить because к they know how этому, things ought to be, потому что они знают, как все должно and быть. they know what the job of a И они pastor знают, is. какой на самом деле является работа And so a пастора. young man can learn his И таким responsibilities like that. образом молодой человек может выучить, в чем его обязанности и ответственности. Timothy did not have that Но у advantage. Тимофея не было такого преимущества. He was pastoring churches that had never had a pastor before, Он был пастором церквей, в которых не было никогда раньше and they were пастора. all new converts. Они все были новыми обращенными. Nobody was trained for anything in the И ни у church. кого не было никакой подготовки в церкви. There would have been some who had been in the Jewish synagogues for Может быть, там most of были their life, какие-то люди, которые большинство своей жизни провели в синагогах and so they иудейских. had some of that concept И of у них было ministry, какое-то понимание служения, взятое оттуда. but not very much of the Christian church. Но не очень много понимания христианской церкви. And he was not only pastoring just one congregation, И он не был пастором лишь одной общины. he was sent to the city of Ephesus. Он был послан в Ефес. There were thousands of believers in И Ephesus. там были тысячи верующих в Now, they Ефесе. didn't meet at a large building like we И have они this не morning. встречались в каком-то огромном здании, наподобие, как мы встречаемся сегодня. The church did not have any church buildings, as far as we know, for the first 200 Насколько мы years. знаем, первые 200 лет у церкви не было церковных зданий. They met wherever they could, Они встречались там, где могли. usually in a large house. Обычно просто в чем-то большом доме. And so 40 or 50 people might meet in a 40-50 house. человек, может быть, встречались в доме. And so these congregations existed all over И вот the эти вот city of общины, Ephesus. они существовали по всему Ефесу. We know that there were a lot of believers there, Мы знаем то, что верующих там было много. because back in the book of Acts, Потому что в книге Деяний it tells about when they were evangelized, там говорится о том, что когда они евангелизировали, and many people were getting saved, очень много людей спасалось. and the people who made idols, И люди, которые делали идолов, they were angry because they were losing business. они злились, потому что они теряли свой бизнес. So by that we know many По people were этой getting saved информации in мы можем Ephesus. знать то, что очень многие люди обретали спасение в Ефесе. And so imagine Timothy being sent to this city, И представьте Тимофея, которого вот послали вот в этот город. thousands of believers meeting in groups all over the Тысячи city, верующих встречаются в различных группах по различным местам. very little organization, И очень мало организаций no как printed таковой. material, Нет никаких напечатанных материалов. and it was his job to organize them, И это была его задача Да. организовать их. and not only to lead, but to appoint leaders И for не these только groups. вести их, но также установить лидеров для этих групп. It would have been quite a challenge. Это было вызовом для него. We don't know how old Timothy was. Мы не знаем, сколько лет было Тимофею. Paul tells him in this epistle, don't let anybody disrespect you because of your youth. Павел говорит здесь то, что не позволь никому относиться к тебе пренебрежительно, потому что ты молод. Maybe he was 40, Может быть, ему было 40, maybe he was less. может быть, меньше. He wasn't necessarily a very young man, Это не обязательно, что он был очень молодым but in человеком. ministry, a man of 40 was considered a young man. Но в служении человек, которому было 40, его рассматривали как молодого человека. Because from both traditions, the Gentiles and the Jews, Потому что и с языческой традицией, и с традицией иудеев, teachers were old. их преподаватели, они были в возрасте. The respected rabbis were very Все old раввины, men. которых уважали, они были в возрасте. And the philosophers and teachers and the И among the философы, Gentiles, they usually were old Философы, men. учители среди язычников, они тоже были в возрасте. Compared to them, Timothy was И по very young. сравнению с ними Тимофей был очень молод. There would have been men in his churches that were older than he И was. были люди в его церкви, которые были старше его. And so it was a challenge for him to Поэтому для win the него было respect of these вызовом people. завоевать уважение этих людей. Paul tells him how to do it. Павел сказал ему, как это сделать. Is there anybody here today that would like to be more respected? Есть ли тут кто-то сегодня среди вас, кто бы хотел, чтобы его уважали больше? You don't have to raise your Не hand. надо поднимать I think a руки. lot of people would Я like to be more думаю, то, что respected, right? многие люди хотели бы, чтобы их уважали больше. You'd like to have more influence. Хотели бы вы иметь больше влияния? Maybe you wish people would listen to you better. Может быть, вы хотели бы, чтобы кто-то прислушивался к вам? Maybe you'd like to have responsibility in the Может church. быть, вы хотели бы иметь какие-то ответственности в церкви? Paul told Timothy how to do it. Павел сказал Тимофею, как это He сделать. said, don't let anyone Он сказал, disrespect you. не позволь никому пренебрегать тобою из-за твоей But then молодости. he gives a contrast, what he Но was supposed to затем do. он дает ему контраст и говорит, что же ему делать. Sometimes a young person thinks that
the way to get respect is to demand it. Иногда молодые люди считают то, что способ приобрести уважение — это требовать уважения. They say, I am old enough. Они говорят: все, я уже достаточно I взрослый, know how to do it. я знаю, как это делать. And if they don't get permission, they do it И anyway если не получают разрешение, то делают это в любом because they want to случае. show that they can do Потому it. что они хотят показать, что они могут это That is делать. not the way to gain a position in Но the church. таким образом приобрести должность в церкви невозможно. If you do that, you just make everybody nervous. Если вы будете таким образом это делать, вы просто заставите всех And they нервничать trust you вокруг. even less. И доверять вам будут еще меньше. How do you gain respect? Но как можно обрести уважение? Paul said, be an example for the Павел сказал: believers. будь примером для верующих. And he gives some aspects of И life. дает аспекты жизни. Be an example in word. Будь примером в слове. Be an example in purity. Будь примером в чистоте. Be an example in faith. Будь примером в вере. And so all of his behavior, he was supposed to be a good example of a believer. Он должен быть во всем своем поведении. Он должен был быть примером верующего. And if you do that consistently, И если вы будете это делать на постоянной that will основе, gain you respect better than anything это else. приобретет вам уважение больше, чем что-либо. Timothy's grandmother and mother were believers. Бабушка и мама Тимофея были верующими. We find in the book of Acts Мы when в Paul книге first Деяний met видим, this когда family. Павел впервые встретился с этой семьей. Now, Paul refers to Timothy as his son in the faith. И Павел говорит о Тимофее как о своем сыне в вере. That doesn't mean Timothy was a convert of Paul's, Это не значит то, что он был обращенным Павла, because apparently Timothy was already a believer потому when что Paul met очевидно, что к him, тому моменту он уже был верующим. and he already had a good И у reputation него as a уже была believer, хорошая репутация which is верующего. why Paul selected him to help in Именно the поэтому ministry. Павел выбрал его для того, чтобы он помог ему в служении. But they had a relationship like a father Но and у них son, были взаимоотношения наподобие как отца и сына and in the ministry. в служении. Paul mentioned in another place that Павел упоминал также в другом Timothy месте, worked with him то, like что a son Тимофей in the работал с ministry. ним как сын в служении. In this process of training, И в этом процессе подготовки Timothy not only learned how to do it, Тимофей не только научился, как это делать, but he learned the character of но он Paul. также выучил характер And that's the Павла. most important thing. А это самое важное. Learning to do ministry is not just learning to say the right Научиться things. делать служение — это не означает только говорить какие-то правильные It's вещи. not just conducting a worship Это не service. просто управлять служением поклонения. It's not just learning how to say Не things просто and do things научиться, and как conduct the что-то rituals. говорить, что-то делать или проводить какие-то ритуалы. There's a spiritual power that has to Но be есть there, духовная сила, которая должна присутствовать. and there's a spiritual character И that есть has to be духовный there. характер, который тоже должен присутствовать. Paul writing to the Philippians, Павел пишет филиппийцам he said, I didn't have anybody to send to и you говорит: except не было ли у Timothy. меня никого, кого бы я мог вам отправить, кроме Тимофея. He said, the people around me right now Он говорит то, что люди, которые вокруг меня сейчас, are all just looking for what they can get. они все ожидают и ищут чего-то, что они могут They want получить. promotion opportunities. Они хотят возможности для They возвышения. want to get paid. Они хотят They оплаты. want to be famous. Они хотят быть They're известными. just looking for what they can Они get. просто ищут того, что они могут And he получить. said, Timothy was the one И I он could сказал: send но you Тимофея я могу послать because вам, he walks by the same потому что principles that I он do. ходит по тем же самым принципам, как и я. And he cares about the same things that I И do. он заботится и беспокоится о том же, о чем и я. That's the most important thing that can happen in training И это самое важное, что может произойти в процессе подготовки. is the building of character. Это построение характера. There's a story about a doctor who went to work in India. И есть история об одном докторе, который поехал на работу в Индию. Dr. Paul Brand, some of you may have Доктор heard of Пол him. Брен, может быть, кто-нибудь о нем слышал. And he helped train young Indian doctors. И он помогал подготавливать, учить молодых индийских докторов. One day he was taking a group of the young doctors through the hospital, И однажды он с этими докторами проходил по больнице. and they were visiting different patients in И their они rooms. проходили по различным палатам и разговаривали с пациентами. Dr. Brand was letting the trainees do some of the work, and he was just observing. И доктор Брент, он позволял своим подопечным проводить эту работу, а сам просто наблюдал. And Dr. Brand had been trained by another doctor back in another country, И самого доктора Брена учил другой доктор, тоже из другой страны, Dr. Fisher maybe, I can't которого remember the звали name for sure. Фишер, я не помню точно. And
as Dr. Brand was watching these young И men, когда доктор Брент смотрел на этих молодых людей, and they came to a patient и in a они bed, подходили к пациенту, который лежал на and the young кровати, Indian doctor took и the hand of the молодой patient индийский доктор брал в его and руку, в свою was руку asking пациента, и questions задавал ему вопросы, and trying to understand the и condition. пытался понять состояние. And he had an expression И у него было of выражение concern and care. заботы, обеспокоенности. And as Dr. Brand was looking at И this, по мере того, когда доктор Брент смотрел на he was это, amazed он был удивлен, because it was as if this young Indian doctor had Потому put что on the face of Dr. Fisher. это выглядело так, как будто бы вот этот молодой человек, у него прям выражение лица доктора Фишера, который учил The его. doctor from another country far Доктора away из who had другой trained Dr. страны, Brand. который учил этого доктора Брена. And he was so amazed, he И stopped он был настолько удивлен, что the он consultation. остановил эту консультацию And he said, "Hey, did you ever know Dr. Fisher?" и сказал: «Ты когда-нибудь знал доктора Фишера?» I said, "No, Он never heard говорит: of «Нет, Dr. никогда Fisher." о нем не So, слышал». oh, you had to have known Dr. Fisher Наверное, ты вот знал, because you were imitating his потому look что ты exactly просто as you were dealing with this имитировал patient. его взгляд и его выражение лица, когда ты разговаривал с And пациентом. Everybody was confused, И все были просто в замешательстве. but finally one of the other students И spoke up. один из других студентов сказал, He said, "Dr. Brand, we have never heard of this Dr. Fisher." сказал: «Доктор Брент, мы никогда не слышали про этого доктора Фишера». But when that student was taking care of that patient, Но когда этот студент заботился об этом пациенте, that was your face это было твое that he лицо. was wearing. У него было выражение лица, как у тебя. Think about this. Подумайте об этом. He was imitating his teacher, Он имитировал своего учителя, and Dr. Brand had imitated without knowing it, had и imitated доктор his Брент, он teacher. имитировал своего учителя, даже не зная это. And this expression И это выражение, of care выражение had заботы, been passed down оно through передавалось these generations of training. из этого поколения в другое поколение во время подготовки. Now, of course, an expression is not a big thing, not an important И, thing. конечно, выражение лица — это не самое важное. It's the heart, Это it's сердце, the character, характер. and that also was being transferred. И это тоже передается. And Paul had succeeded in transferring that. И To Павел Timothy. преуспел в том, чтобы передать это And Тимофею. so he felt safe in giving him the responsibility он of the чувствовал, church что at Ephesus. Это безопасно, чтобы дать ему эту ответственность за церковь в Ефесе. The church was an exciting ministry in those days. В те дни церковь — это было очень такое веселое, радостное It служение. was a community of faith. Это была община веры, It was a family of faith. это была семья веры. As Paul said in the verse Как that we Павел read, сказал в стихе, в котором мы he прочитали, calls it the house of God. он называет его Домом Божьим. Now, when we talk about the house of God, sometimes we mean the church building, Когда мы говорим о Доме Божьем, иногда мы имеем в виду церковное здание. but that's not what he meant Но он имел в виду не because they это. didn't even have any church Потому buildings что yet. на тот момент у них даже не было церковных He's talking about зданий. the family. Он говорит о семье. Sometimes in the Bible, the word house is used to refer to a family. Иногда в Библии, когда используется слово «дом», имеется в виду семья. And so he says, I want to give you directions И on он how говорит, что to я carry хочу on your дать тебе ministry указания о том, как тебе заботиться о своем служении in the family of God. в семье Божьей. Family means a lot. Семье нужно много. Now today we live in a culture that's very different. Сегодня мы живем в культуре, которая очень сильно отличается. American culture and Ukrainian И culture. американская культура, и украинская We've been affected культура. a lot by the modern society. Очень много на нас повлияло современное общество. People get jobs, they live wherever they У want. людей есть работы, они живут там, где хотят. Families are small. Семьи маленькие. We don't really depend very much on our И cousins мы не and our сильно uncles and зависим от the наших distant relatives. дядь, теть и кузинов, в общем, от родственников, которые на расстоянии с But in нами. those days, the family те was an дни extended family, Семья была вот этой вот расширенной семьей. kind of like what we would think of as a tribe, Что-то наподобие того, что мы можем сказать, как какое-то племя или колено. and they provided everything: И они обеспечали семью всем. your work, your Работой, place to live, местом жительства, your land, землей, the possibility of getting a wife, возможностью получить жену, protection from enemies. защитой от врагов. Everything you can imagine was in Все, что that только можно context of себе that family. представить, оно было в контексте этой семьи. Now, in the city of Ephesus, И в городе it would Ефесе, not have been quite as much that way as people that lived out in the может rural быть, было areas. не совсем так, чем люди, которые жили в отдаленных But областях. family was very Но important. семья была очень важна.
But sometimes when a person would get saved, Но иногда, когда человек обретал спасение, they would lose those family он relationships терял эти взаимоотношения в семье. because they could not do the worship, the Потому что pagan worship таким anymore with образом their человек families. не мог больше поклоняться идолам вместе со своей семьей. Sometimes they could not continue to do the business that their Иногда family was человек даже involved не in. мог продолжать вести какой-то бизнес вместе с семьей. So often there were those who were put out of their family. Поэтому очень часто эти люди просто отделялись от семьи. And so when people greeted each other in the church И когда люди приветствовали друг and друга в called each other церкви brother and и sister, называли друг друга братьям и сестрой, that wasn't just a form of greeting. это не была просто форма приветствия. That family relationship Это was было very important. взаимоотношение семьи, и Because оно было очень важным. The community of faith had become their family. Потому что вот эта община веры, она становилась их семьей. That's why Paul in this epistle, Поэтому Павел в этом he послании, gives some practical он дает directions. практические указания, How we take care of the people who он have говорит, как needs. заботиться о людях, у которых есть нужды. Because if a brother or a sister Потому has a что need, если у брата или сестры есть нужда, the church has some responsibility то for у that. церкви есть ответственность за это. Amen? Аминь. Now, city churches Церкви, которые находятся в городах, in cultures like Ukraine or America, в культуре наподобие украинской или where американской people are very сейчас, individualized, где люди очень такие индивидуалисты, a lot of times we lose our concept of the responsibility of the church. очень часто мы теряем это понятие ответственности церкви. People are on their own. Люди живут сами по себе. But there are many churches in the world Но есть очень много церквей в where мире, they live as a family где они живут семьей. and they make sure every need is taken И care of они пытаются убедиться в том, что каждая нужда в церкви, as она long as удовлетворена. that person is taking responsibility and participating in the Если church. человек берет на себя ответственность и участвует в церкви, то его нужды тоже пытаются удовлетворить. Now you might say, oh, it would take a lot of money to do that, Вы можете сказать то, что но для этого нужно много денег. right? Is that what it seems like? It would take a lot of money to do that? Кажется так, да, что нужно очень много денег для того, чтобы удовлетворить все нужды. But it's the poor churches that are doing it. Но на самом деле очень бедные церкви это делают. The rich churches don't think they have enough money. Потому что богатые церкви считают, что денег у них But the недостаточно. poor churches are doing it. Но бедные церкви They- это They делают. live like a family and Они they take care живут of как each other and they семья. help each other. Они заботятся друг о друге. And so that's why Paul gave Timothy some И поэтому practical Павел directions дал Тимофею практические наставления. how to decide who should be helped and Как решить, who does кому not need it. помогать, а кому нет. He said the biological family has first Он говорит то, что responsibility. биологическая семья If прежде всего a имеет widow приоритет. has children or nephews, they should help her Если first. у вдовы есть дети или там внуки, то они должны помогать в первую If she's очередь. able to work, she should work. Если она может работать, то пусть работает. Various practical directions like Различные that. практические наставления. And the care that the church took for each other was really amazing. И та забота, которую церковь оказывала друг другу, была удивительной. He talks about how the church could be involved in the world. Он говорил о том, как церковь должна быть вовлечена в мир. This was a new movement of И people. это было новое движение It was людей. not understood by the people in the first Люди century. вокруг в первом веке не понимали этого. At first, a lot of the Gentiles thought that Christians were all Jews. Поначалу многие язычники думали, то, что христиане — это все They иудеи. thought it was just another sect of Они думали, Jews. что это просто часть, секта иудеев. But then finally they began to realize Но that it was затем not just another Они sect of поняли, Jews. что это не другой как бы отдел или секта And they were иудеев. persecuted by the Jews first. Потому что вначале они были гонимы And иудеями, then they were persecuted by the а Gentiles. затем они были гонимы язычниками. And the Gentiles tried to figure out who are these strange people. И язычники пытались вот вычислить, понять, что же это за странные люди. They meet together Они встречаются вместе. and they worship somebody who Они was killed. поклоняются кому-то, кого убили. And they say he rose from the И они dead. говорят, что он воскрес из мертвых. And they even talk about eating his flesh. И даже говорят о том, что они едят его плоть. Think about that. Подумайте об этом. That sounded so strange Это звучало так to the people in the странно world that для day. людей в мире в то Some of them время. thought the Christians were cannibals. Некоторые из них думали, что христиане каннибалы. And then there were people did you know the Christians early on were called atheists? Знаете ли вы то, что в раннее время христиан называли атеистами? Anybody know that already? Кто-нибудь знал это? Christians were called atheists. Их называли атеистами. Why? Почему? Because in those days,
People believed in many different gods, Потому что в те дни люди верили во многих различных богов. and they had idols for their gods. И у них были идолы для And so a богов. person might believe in 1,000 И gods, человек мог верить там в 1000 разных богов. and the Christians only believed in one. А христиане верили только в одного I бога. mean, compared to a person who По believes in 1,000, сравнению с человеком, который верит в 1000 a богов, person who believes in one is человек, almost an который atheist, right? верит в одного бога, он фактически атеист. Almost. Почти. And besides that, their God was invisible. И более того, их бог был невидим. Where's your God? Где твой бог? Well, most people could say, my God's right here, sitting on this shelf. Большинство людей могли ответить, мой бог, вот он стоит на полочке. The Christian God was invisible, А христианский бог, он был невидимым. so they were called atheists. Поэтому их называли атеистами. Some people thought they were a revolutionary Некоторые movement люди думали, что это какое-то новое революционное движение. because they taught that everybody is equal Потому что before они God. учили то, что все равны пред Богом. That in God's eyes there's no То, что в difference Божьих between глазах нет man and woman, разницы между мужчиной и rich and женщиной, poor, между бедным и a богатым, slave or a между free man. рабом и свободным человеком. That was revolutionary. Это была новая thinking in those идея, days. новое мышление. And so people were worried, what are they И going to люди do? волновались. And so Paul gives directions in И this поэтому epistle. Павел в этом послании дает как бы четкие указания. Pray for those who are in Молитесь authority, за тех, кто стоят во for власти, kings and for governors. за управителей. We're not trying to overthrow them. Мы не пытаемся их сбросить. We're not trying to start a Мы не revolution. пытаемся начать какую-то Pray революцию. for them. Молитесь за Pray них. that we can live a quiet Молитесь, life. чтобы мы могли прожить жизнь тихую. We're not trying to do a Мы не revolution. We just want a пытаемся quiet сделать life. какую-то революцию. Мы просто хотим тихую Amen. жизнь. And then he talks about slaves. Затем он говорит о рабах. And he doesn't say, run away now, И он because you're не free. говорит им то, что убегайте, вы свободны. He doesn't say for them to to revolt. Он не говорит им восстать. He said, do your job. Он говорит, делайте свою Now, работу. does God approve of slavery? Бог одобряет рабство? No, he doesn't approve of Нет, не slavery. одобряет. But the Christian movement in the first Но century христианское движение в первом веке did not set out to overthrow slavery immediately. не было направлено на то, чтобы мгновенно скинуть рабство, It established principles но устанавливало that принципы, would lead to the end of которые бы slavery in many подвели к places. концу рабства в определенных местах. But it didn't happen immediately. Но это произошло не мгновенно. Because if they had tried to do it immediately, Потому it would что have если бы они попытались это сделать, it would have turned them into a мгновенно, revolutionary movement. они бы сразу превратились в какое-то революционное движение. So he was giving them directions how to live in the Поэтому world Он where they давал им were. указания, как жить в этом мире. He told him how to appoint pastors. Он сказал им, как наставлять пасторов. And in the list of qualifications, И в списке квалификаций, которые он дал для установления he пасторов, doesn't say much about abilities. он не говорит много о That's способностях. interesting to Это me. интересно для меня. For when it talks about pastors and Когда он deacons, говорит о пасторах и о диаконах, not much about abilities. там немного сказано о их Really, способностях. just one На самом деле лишь in the одно list for одно bishops. упоминается для епископов в He says they списке. need to be able to teach. Говорит то, что они должны быть способны учить. Because if a person's not able to Потому что explain если things, человек не может объяснить he что-то, probably can't be in ministry, то, наверное, в таком служении он быть не может. because ministry is mostly explaining Потому что things, служение — это в основном объяснение различных истин. right? That's a pastor's job. Это работа He пастора. always explaining things. Постоянно объяснять что-то. Amen. But that's the only ability it really Но talks это about. единственная способность, которая упоминается. The rest of the qualifications Все are about остальные character, квалификации — это характер. because the character was so important. Потому что характер был настолько важен. He talks about the tasks of a Он pastor. говорит о задачах пастора. He says, give attention to reading. Уделяя внимание чтению, He's talking about reading and explaining scripture. он говорит о том, чтобы читать и объяснять He Писание. says, give spiritual direction Он говорит, давай духовные and teach the наставления, doctrine. учи доктрине. And those are the three main things of ministry still Три today. основные вещи, которые происходят сегодня в служении This is in тоже. chapter 4, verse 13, if you want to look at it Это sometime. 4 глава, 13 стих. Read and Если explain scripture захотите посмотреть, то что читай и объясняй Писание, and give spiritual direction давай наставления духовные and teach the doctrine. и учи доктрине. The scripture was central to everything they did. Писание было центром всего, что они делали. They were controlled by the scripture. Они были сами контролируемы They were Писанием. motivated by Они it. были мотивируемы It was the Писанием. final authority. Для них это был окончательный авторитет. Paul said, make sure nobody is teaching Павел anything говорил то, else что
убедитесь в том, что никто не учит ничему другому. And in the verse we read, И в стихе, который мы he said прочитали, the church is the pillar, the foundation он of говорил truth. то, что церковь — это столб утверждения истины. Anywhere else the people go, Куда бы люди ни шли, they may doubt that they're hearing the truth. они могут сомневаться в том, что они слышат истину. In a business, В бизнесе, when somebody says, this product is the best, когда кто-то говорит то, что этот продукт лучше всех, is it true? это правда? Well, you don't really know На because they're самом trying деле to вы этого sell не it to знаете, you. потому что они пытаются продать вам его. In government, when they say, this person is the best to vote В for, правительстве, когда они говорят вам то, что этот человек лучше всех, за которого стоит is it проголосовать, true? это правда? You don't always know. Вы этого не знаете. And much of what you read in the newspaper, И большинство из того, что вы or читаете в see on the газетах news, или видите в новостях, you don't always know. вы не всегда The знаете. truth, the church is one place. Церковь в одном месте. People should not have to doubt that they are hearing the truth. Церковь — это то место, где люди не должны сомневаться, что они слышат And we have истину. truth that evaluates every other part of life. И истина оценивает каждую часть жизни. Paul puts responsibility on Timothy. И Павел возлагает ответственность на Тимофея. About 6 times in this book, this В этой epistle, книге, в этом послании, примерно 6 раз he says, I charge you. он говорит: я как бы взываю к тебе, It's like putting a burden on him. возлагаю на Say, тебя. this is a responsibility that you Вот это have. вот ответственность, которая у тебя будет. It's a serious thing. Это серьезно. And then he tells him to do the same for the people that he И затем ministers он to. говорит ему то же самое делать с людьми, которым служит он. Give them spiritual responsibility. Давай им духовные ответственности. Now, what's the purpose of it all? И какая цель этого всего? One last verse. I'd like for you to turn to this one, Еще один And стих, я хочу, it's in чтобы мы chapter прочитали 1. его вместе. Он в 1 главе, verse 5. стих 5. Go ahead and read that. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. 3 things it says here. 3 вещи здесь говорятся. Pure heart, Чистое сердце, good conscience, добрая совесть and a real faith. и нелицемерная вера. And he says this is the purpose of it all. И он говорит, что это цель всего. So all the scripture that we Это have цель всего Писания, is которое to у нас bring есть, us to this. чтобы привести нас к The этому. gospel is to bring Евангелие. us to this. Чтобы привести нас к вот All the этому. discipleship that we Все do, ученичество, которое and мы the делаем, training, and the вся persuasion, подготовка, все вот это the убеждение, которое мы services that we говорим, have, служение, которое everything у we do is нас to есть. bring us to this. Все, что мы делаем, это чтобы привести к вот A этому. pure heart. К чистому сердцу. Did you know God can cleanse your heart? Вы знали о том, что Бог может очистить ваше сердце? It's not just getting the outside life right. Не просто суть в том, чтобы внешняя жизнь выглядела It's правильно. not just following the rules, Не просто следовать правилам, but it's getting a clean heart. но приобрести это чистое сердце. The people of the world don't realize that this is possible. Люди в мире, они не считают это возможным. There were a lot of people, when I pastored, Когда я был I пастором, would invite people to church. я приглашал людей в I церковь. would walk around in my community. Я ходил вокруг по своему району. There were people, a lot of people that knew me there. И многие люди знали меня уже. And they would say, oh, Pastor, I know I should come to И они church, говорили: пастор, я знаю, что мне нужно ходить в but I церковь. got to change some things first. Но мне надо сначала кое-что изменить в своей And they felt жизни. like they needed to get their life И in они order чувствовали то, что нужно упорядочить жизнь before they could come to God. перед тем, как они смогут прийти к Богу. And maybe they partly meant that they had to be serious first. И, может быть, частично они имели в виду то, что нужно просто быть серьезным в They своем didn't want to come to намерении. church if they Они were не not хотели really willing to приходить в change. церковь, если они не хотели меняться. But a lot of people also, they think that Но многие люди также they have to считают, change themselves то, что нужно себя изменить by their own сначала strength. своими собственными And they силами. think that's what И repentance они думают, means. то, что покаяние That is to именно в change этом. yourself То, что нужно and изменить to make себя. yourself acceptable to God. И чтобы сделать себя приемлемым для But Бога. we can't do that. Но мы не можем этого And сделать. God has the power to cleanse, И у Бога есть сила to очистить. give you a clean heart, Дать вам чистое a сердце, good conscience. хорошую совесть. That means you don't have to be in guilt before Это God. означает, чтобы вы не чувствовали чувство вины пред Богом. Some people have never experienced that.
Некоторые люди никогда этого не They переживают. don't know what it's like. Они не to знают, live free как from жить guilt. свободно от вины. They're just conscious of guilt all the time. Они постоянно чувствуют это чувство And вины. they are defensive all the time. И они постоянно защищаются. But it's a wonderful thing to experience the grace of Очень God, чудесно пережить Божью the благодать, forgiveness of Божье Christ, прощение, and to be прощение free from Христа и guilt. быть освобожденным от and then вины. to live in a И real затем жить faith, в настоящей нелицемерной вере, not fake, которая была not бы pretended, but не a лицемерная, genuine но faith. искренняя. And this is the goal. This is И all это to bring, цель. what it's all to bring us to. Это цель всего, чтобы привести нас к этому. Sometimes in ministry we can forget what the goal is. Иногда в служении мы забываем, какая цель. We try to do a lot of good things. Мы пытаемся сделать много чего We want хорошего. to help people. Мы хотим помогать We want to be a людям. blessing in a Мы lot of хотим быть different ways. благословением во многом. We do different programs Мы of the делаем church. различные программы в But the церкви. purpose of it all Но цель этого should be всего this, должна быть вот to это. bring them to a pure heart Чтобы привести человека good к чистому conscience сердцу, and a к доброй genuine faith. совести и искренней вере. Amen. Аминь. It's a privilege to share with Для you меня this была morning. огромная привилегия делиться с вами And сегодня утром. I come to Ukraine usually about twice a year, Я приезжаю в Украину 2 раза в год. and we travel to get in lots of churches. И мы путешествуем по различным церквям. I hope that I'll see you again И я надеюсь, someday. что в один из дней я увижу вас снова. If not, I hope we will meet in heaven. Если нет, то надеюсь, что встретимся на небесах. And in the meantime, А на данный where момент, God has put you, туда, куда Бог I поместил trust вас, that you will follow верю the в то, что вы purpose that He будете has следовать called you той to, цели, к которой Он призвал вас. and I'll do the same wherever I И я am. буду делать то же самое там, And где we'll be я working нахожусь. together even if geographically we И are not можем мы together. Amen? работать вместе, даже если географически мы далеко друг от друга.